Знаете ли вы, что монархические дома славятся не только неограниченной властью и богатством, но и кровосмешением, а желание не запятнать свою родословную чужой кровью привело к вырождению целых династий? Смотрите видео до конца, и вы узнаете, когда инцест стал основным способом сохранить власть, и как его последствия испортили жизнь Карлу II, ставшему последним монархом из династии Габсбургов. Готовы? Тогда поехали! Основные мировые религии выступают против кровосмешения. В Библии указаны четкие запреты на отношения между близкими родственниками. Еврейская Тора говорит об опасности кровосмесительных союзов, так как это грозит уходом из достойной и нравственной жизни. Предупреждение мусульманского пророка Мухаммеда также касается браков между родными людьми, так как будущее потомство вряд ли будет здоровым. Генетики выделяют 3 уровня близкого родства. Первый – это родные братья и сестры, разнояйцевые близнецы, родители и дети. Такие связи считаются инцестом. Риск появления больного ребенка в результате подобных отношений превышает 60%. Второй – сюда входят дяди и тети, племянники, дедушки и бабушки, а также единокровные братья и сестры с одним общим родителем. Риски патологий у потомства – 25%. Третий – к нему относятся кузины, сводные дядья и племянники. Вероятность патологического наследования мала – около 5%, но только если в семье ранее не было близкородственных связей и наследственных генетических заболеваний. Ученые предполагают, что именно близкородственные браки привели к вымиранию неандертальцев из-за накопления генетических проблем. С формированием государств возникла необходимость в поддержании чистоты крови среди монарших особ. Наследникам престола дозволялось вступать в брак исключительно с равными по происхождению партнерами. Как результат, в большинстве правящих династий были распространены браки между близкими родственниками, что приводило к рождению детей с наследственными заболеваниями и генетическими отклонениями. Фараоны Египта считали себя избранниками богов, и чтобы сохранить священную кровь, они вступали в браки с близкими родственниками. Самый известный пример – фараон Тутанхамон, сын Эхнатона и его родной сестры. Сначала Эхнатон был женат на Нефертити, которая родила ему 6 дочерей. Чтобы получить наследника мужского пола, он взял в жены свою сестру. В этом союзе и родился Тутанхамон, унаследовавший тяжелые генетические заболевания. Важно отметить, что предки Тутанхамона тоже были в основном детьми близких родственников. Накопление генетических мутаций происходило постепенно. Тутанхамон и его супруга Анхесенамон, которая приходилась ему сестрой по отцу, она была дочерью Эхнатона и Нефертити, не оставили после себя наследников. В их браке дети рождались мертвыми. Тутанхамону было всего 19 лет, когда он ушел из жизни. Благодаря современным методам мы можем представить себе, как выглядел этот фараон. У него была выраженная косолапость, левая стопа была повернута внутрь, он ходил с тростью. Много тростей было найдено в гробнице вместе с мумией фараона. После смерти Тутанхамона Египтом некоторое время управляли военачальники, а затем к власти пришел Рамзес I, основатель 19-й династии. Так Тутанхамон стал последним фараоном 18-й династии. В истории инцест чаще всего встречался в браках представителей монархических династий Европы. Самой могущественной из них была династия Габсбургов, которая когда-то владела огромными территориями, от тропических лесов Центральной Америки до жемчужины Европы – Вены. Габсбурги начинали как небольшая и малоизвестная семья, но они были умны и сообразительны в политических делах. Понимая, что маленький род не сможет добиться власти с помощью войны, они сделали ставку на дипломатию и удачные браки. К середине XV века Габсбурги контролировали почти всю Центральную Европу, но их амбиции не ограничились этим.
Они решили получить власть над Испанией. Филипп Красивый женился на испанской принцессе Хуане, которая была безумно влюблена в своего мужа. Казалось бы, все шло хорошо, но проблема заключалась в том, что Хуана родилась в результате кровосмесительного брака, и это негативно сказалось на ее психическом здоровье. Несмотря на это, Габсбургам удалось закрепиться на испанском престоле, но гены Хуаны, известной как «безумная», еще дадут о себе знать. Ее психическое состояние было крайне нестабильным. Хуана не смогла смириться со смертью своего мужа и отправилась с его телом в путешествие по стране, рассказывая ему о прекрасной Испании. Карл, сын Филиппа и Хуаны, стал самым могущественным человеком своей эпохи и стремился сохранить этот статус для будущих поколений. Он решил, что для этого вся власть должна оставаться внутри династии, не позволяя никому извне претендовать на нее. Как это сделать? Верно, заключать браки только с родственниками. Так началась история любви Габсбургов к близкородственным бракам. Из-за этой тенденции вступать в родственные браки появилась их знаменитая «челюсть Габсбургов», которая часто изображается на королевских портретах. Хотя долгое время считалось, что причиной деформации костей черепа могли быть кровосмесительные браки, только в 2019 году это стало научно подтвержденным фактом. Исследователи вывели коэффициент инбридинга в семье, который отражает вероятность получения двух идентичных генов из-за родства родителей. Было измерено, что среднестатистический Габсбург имеет коэффициент инбридинга 93 тысячных, что означает, что около 9% их материнских и отцовских генов были идентичными. Карл II, последний правитель Испании из династии Габсбургов, появился на свет в 1661 году в столице страны – Мадриде. Он был рожден от брака короля Филиппа IV и его второй жены Марианны Австрийской, которая являлась племянницей своего супруга. Род Габсбургов веками практиковал брачные союзы между ближайшими родственниками, что негативно сказалось на здоровье наследников. В результате Карл II родился с серьезными физическими и умственными отклонениями. Уже с первых дней жизни у Карла II были заметны признаки инвалидности. Ему потребовалось 4 года, чтобы научиться говорить, а ходить он начал лишь в 8 лет. У него была деформированная челюсть, что затрудняло речь и прием пищи. Недостаточное внимание к воспитанию ребенка также сыграло свою роль. До 6 лет его считали практически младенцем и уделяли больше внимания придворному этикету, чем образованию. Состояние здоровья Карла II внушало опасения, и многие сомневались, что он сможет прожить долгую жизнь. Император Священной Римской империи Леопольд I, брат Марианны и супруг дочери Филиппа IV Маргариты Терезы, и французский король Людовик XIV, супруг другой дочери Филиппа IV Марии Терезии, уже начали задумываться о разделе испанского наследства. После смерти отца в 1665 году Карл II взошел на престол, но регентом при нем стала его мать Марианна Австрийская. По закону ее полномочия должны были закончиться, когда Карлу исполнилось бы 14 лет. Однако она продолжала управлять страной, ссылаясь на слабое здоровье сына. Лишь в 1679 году Карл стал полноправным королем Испании. Правление Карла II длилось 35 лет, но за это время страна пришла в упадок. К моменту его смерти в 1700 году Испания оказалась в состоянии глубокого кризиса и утратила статус великой державы. После кончины короля началась борьба за испанское наследство, приведшая к затяжной войне. Из-за многочисленных близкородственных браков в династии внешность короля Карла II сильно изменилась. Его характерный подбородок Габсбургов приобрел гипертрофированную форму,
Вытянутая нижняя челюсть и язык мешали королю нормально пережевывать пищу и говорить. При росте 192 сантиметра король также имел очень большую голову. Он поздно начал ходить и разговаривать, отчасти потому, что был долгожданным наследником. Его братья и сестры рано умерли. Карл стал королем в 4 года. Регентом при нем была мать. В 1675 году король был признан совершеннолетним, но всем было очевидно, что он не способен править страной. Карл был болезненным и слабым, страдал от размягчения костей, золотухи и лихорадки. До 4 лет нуждался в молоке кормилицы и едва мог ходить без помощи гувернера. Вероятно, у него случались эпилептические припадки. Характер короля тоже оставлял желать лучшего. Он был капризным, угрюмым, недоверчивым и скрытным. У него часто менялось настроение, беспричинные волнения сменялись приступами меланхолии. Карл II очень любил поесть, что было сродни обжорству. Неразборчивость в еде привели к нарушению пищеварения и хроническому проявлению лихорадки. И если к 40 годам его сверстники находились в полном расцвете сил, то Карл превратился в хромого, лысого, беззубого и полуслепого старика. Есть версия, что, не зная, как еще помочь монарху излечиться от недугов и зачать наследника, его приближенные обратились к известному астрологу того времени, который посоветовал королю трупотерапию. Согласитесь, это звучит по меньшей мере странно, но тогда, в эпоху плохой медицины и отсутствия технических возможностей, люди верили в сверхъестественное. Король приказал доставить ему мощи святых и некоторых своих родственников. Чудо, конечно же, не случилось. Испанский король Карл II скончался 1 ноября 1700 года, и его смерть стала концом австрийского императорского дома в Испании. Королю было всего 38 лет, но выглядел он на все 80. Придворный врач, проводивший вскрытие, был поражен, обнаружив, что внутри тела короля не было ни капли крови. Его огромная голова была наполнена водой из-за гидроцефалии, а сердце, по словам доктора, было размером с горошину перца. Легкие были разъедены, а кишечник находился в состоянии гниения и гангрены. Врач также заметил, что у короля было только одно угольно-черное яичко. Для испанцев не оставалось сомнений – король был околдован. Никто даже не подумал о том, что причиной его состояния мог быть инцест. В Европе XIX века выбор подходящей невесты среди королевских семей был сложной задачей. Каждый монарх стремился создать прочный союз, который бы укрепил его позиции и принес выгоду стране. Однако здесь было не так много королевских домов, а претендентов на брачный союз достаточно. Инцест снова встал во главу угла. Королева Англии Виктория, которую называли «бабушкой Европы», и король Дании Кристиан, известный как «тесть Европы», стали самыми плодовитыми монархами своего времени. Их брачные стратегии привели к созданию сложной сети родственных связей между европейскими королевскими домами. Королева Виктория и Кристиан Датский стремились связать свои семьи со всеми возможными правящими домами Европы. Они были троюродными родственниками, и их потомки продолжали заключать браки друг с другом, все сильнее погружаясь в пучину инцеста, пусть и не самого близкого. Некоторые потомки королевы Виктории и принца Альберта, которые приходились друг другу двоюродными братьями и сестрами, страдали от гемофилии. Из-за осложнений, вызванных этой болезнью, погиб один из детей королевской четы и 2 или 3 их внуков. Есть подозрение, что Порфирия, которой был болен Георг III, также передалась его потомкам через Викторию. В частности, она могла перейти к немецкому дому Гогенцоллернов. Помимо родства с Викторией, они уже были потомками Георга I. Когда в начале XX века обострилось темпераментное поведение кайзера Вильгельма II, один из придворных верно поставил ему диагноз – порок Георга III. Одним из самых запутанных клубков близкородственных браков стал союз Николая II
и его троюродной сестры. Этот брак вызвал обеспокоенность у некоторых представителей общества, но он был заключен с целью укрепления связей между Россией и другими европейскими странами. В этот период Германия еще не была единой. На ее территории располагалось множество королевств, герцогств и графств. Немецкие династии активно отправляли своих дочерей заключать браки с представителями других европейских монархий. Это было выгодно для обеих сторон, ведь союз с королевской семьей считался престижным. Таким образом, немецкие династии постепенно покорили Европу. Их представители стали королями Дании, Греции, Болгарии, Норвегии, Бельгии и даже Великобритании. Правящая династия Виндзоров, например, имеет немецкие корни. К началу XX века на европейских престолах восседали представители королевских семей, которые состояли в близком родстве. Российский император Николай II, король Великобритании Георг V и кайзер Германии Вильгельм II приходились друг другу кузинами. Отношения между монархами были напряженными, что привело к конфликтам и обидам, ставшим причиной одной из самых разрушительных войн в истории – Первой мировой. Российский император Николай II женился на Александре Федоровне, своей троюродной сестре. Она была внучкой королевы Виктории. Их дети столкнулись с последствиями этого близкородственного брака. Единственный сын последнего русского царя, цесаревич Алексей, страдал от тяжелой болезни из-за близкородственного брака его родителей. Ребенка приходилось носить на руках примерно до 7 лет. Родной дядя постоянно сопровождал мальчика и старался оградить его от любых травм, но даже это не могло предотвратить многочисленные кровоизлияния в суставы. Возможно, если бы Николай выбрал другую супругу, судьба Российской империи сложилась бы иначе. В те времена браки между близкими родственниками были довольно распространены, и их участники часто не подозревали о возможных негативных последствиях для своих потомков. Вероятно, за исключением случая с королевой Викторией, которая написала в дневнике, что принц Альберт был весьма очарователен и чрезвычайно красив при их первой встрече, большинство кровнородственных браков заключались не по любви или желанию, а с целью сохранить власть и престиж внутри семьи на как можно более долгий срок, а также произвести на свет как можно больше наследников. Браки внутри королевских семей были и остаются распространенным явлением. С одной стороны, они способствовали укреплению власти и влияния, а с другой – увеличивали риск передачи наследственных заболеваний потомкам. А я, друзья, хочу сделать вам интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. А на сегодня это все. Всем пока!